Это GoPro Hero 8, самая крутая экшн камера. Но что же может быть лучше? Это GoPro Hero 9 Black Edition. Улучшенная по всем параметрам. 5К съемка, улучшенное качество фоток, HyperSmooth 3.0 и многое другое. Давайте узнаем, чем же она так крута. А для того, чтобы следить за всеми новинками и быть в курсе всех новых технологий, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Это важно. Всем привет, с вами как всегда я, Finder. В этом видеоролике мы с вами поговорим вот об этой вот GoPro. Ну а пока я держу ее предыдущую модель, которая мне послужила верой и правдой, которая просто неубиваемая, сколько раз падала, с ней ничего не происходило. Ну и конечно же у нее были какие-то косяки, которые давайте посмотрим, исправили ли GoPro в новой модели. Ну а для начала я быстро напомню все основные минусы 8-й GoPro-шки. Она очень быстро садилась на холоде. Мне это очень важный минус, так как я живу в России и здесь довольно прохладно. Второй основной минус — это когда она бывало не включалась после долгой съемки, и мне приходилось ее вот так вот открывать, доставать аккумулятор и возвращать обратно для того, чтобы она начала работать. Ну и конечно же третий, самый главный минус вот этой вот GoPro-шки — это ее встроенный микрофон. Это быстро решалось внешним, но это некие неудобства, а также большие затраты. Каждое новое поколение я очень жду и надеюсь, что эти минусы они исправили в новой GoPro-шке. Для начала давайте посмотрим, что у нас идет в наборе. Впервые GoPro решили положить нам свой фирменный чехол. Начнем мы нашу распаковку сразу же с GoPro-шки, не терпится ее уже посмотреть в деле. Дальше у нас идет провод с USB на USB-C, один клейкий крепеж на любую поверхность, также резьбовой крепеж, ну и конечно же аккумулятор. И еще один крепеж. Ну и напоследок куча разной макулатуры. Первое и самое заметное нововведение — это то, что у нее появился спереди полноценный экранчик. Такое мы видели уже больше года назад на представленной экшн-камере от компании DJI. У переднего экранчика есть 4 вариации использования. Первый вариант — это когда картинка кропнутая, как по мне, один из самых неудачных вариантов, так как вы не видите, что снимает камера по бокам. Также можно сделать картинку во весь экран, и по мне это самый удобный вариант. В третьем варианте просто выводится основная информация на этот экранчик, как на всех моделях GoPro. Ну и наконец-то последний, четвертый вариант — это просто его выключить, если он вам не нужен или если вы не хотите тратить батарейку. Также и задний экран потерпел изменения, теперь он стал больше на 2,27 дюймов, следовательно интерфейс больше и им стало пользоваться гораздо удобнее. Также появилась возможность смены линзы. Такая функция уже была раньше, но ее почему-то убрали из 8-й GoPro-шки. Многим пользователям это, конечно же, не понравилось, так как если бы у вас упала камера и разбилось это стекло, вам бы пришлось менять ее полностью. А теперь можно просто купить отдельно такое же стеклышко и заменить. Ну и соответственно можно докупить отдельно новую линзу с возможностью получения сверхширокоугольной картинки или улучшенную оптическую стабилизацию. Сама камера стала значительно больше, а также тяжелее по сравнению с 8-й. Но такой размер компенсирует большим аккумулятором. Его емкость 1720 мАч, когда раньше было всего 1220 мАч. GoPro заявляет, что время съемки увеличится на 30%. Также появилась на корпусе щель для дренажа микрофона. Теперь после погружения в воду камера быстрее сможет начать записывать нормальный звук. Ну и наконец давайте поговорим уже про новые фишки. Первая функция, с помощью которой вы сможете устанавливать время начала записи. А также еще одна функция, которая позволяет задать промежуток времени, в течение которого камера будет вести запись. Также их можно комбинировать. К примеру, я поставил запись, допустим, на 7 на протяжении 15 минут. И вуаля, готово.
Ну и самая крутая функция, как по мне, Hindsight. Даже если вы не успеете нажать кнопку спуска затвора вовремя, вы все равно получите нужный кадр, так как видео начинается на 15-30 секунд до начала записи. Кстати, теперь можно камеру использовать как вебку, но это и добавили в 8-й GoPro-шке. В приложении GoPro вы можете выбрать, на какую платформу вы бы хотели стримить. Ну и конечно же самое главное, стабилизация HyperSmooth 3.0, о которой мы сейчас с вами и поговорим во время тестов. Ну а перед началом тестов напоминаю, что лайк, подписка — это не ошибка. Также не забывайте нажать на колокольчик и давайте уже набьем 100 подписчиков. Именно сегодня и специально мы приехали на вот это вот поле для того, чтобы проверить GoPro-шку. Начнем мы, пожалуй, наш тест с проверки всех режимов стабилизации. Съемка идет в 4К 30 кадров. Мы начинаем с обычной стабилизации без всяких усилений. Теперь давайте посмотрим усиленную стабилизацию HyperSmooth. Разрешение ролика остается прежним. Ну и наконец, самый максимальный режим стабилизации под названием Boost. Также хотелось бы проверить, насколько большая разница между 5К и 4К съемкой. Специально для этого я кропнул картинку. И улучшили плавность картинки в Time Warp. Также добавили режим Horizon Leveling, в котором у вас фиксируется горизонт, как бы вы ни крутили камеру, горизонт остается на месте. Выглядит, конечно же, очень сильно завораживающе. Давайте проверим звук на этих двух камерах. Сейчас записывает 9-ка, а теперь 8-ка. 9-ка, 8-ка. Ну, какой звук вам нравится больше, решайте сами, но мне кажется, на 9-й будет получше. Давайте посмотрим, как обе камеры снимают slow motion. Скажу заранее, что камеры снимают в 1080p 240 кадров в секунду. Но, к сожалению, ночью съемка с GoPro не самый лучший вариант. Также давайте посмотрим, какие фотографии делает GoPro в режиме суперфото. Суть этой функции в том, что она помогает улучшить картинку во время постпродакшена. Вот такая новая GoPro Hero 9. У нее очень много новых улучшений, кроме ее габаритов. Конечно же, если бы вы решили приобрести такую камеру, то вам стоило бы пойти в магазин, потрогать ее самим, пощупать, посмотреть. Если для вас очень важны габариты и вес камеры, то, наверное, вам стоит присмотреться все-таки к 8-й GoPro-шке, потому что она легче и носить ее будет гораздо проще. Пишите в комментариях, что вы думаете о вот этой вот GoPro-шке. Также не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и увидимся в новых роликах.